С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и сегодня я вместе с вами выполню маникюр самой себе. И также протестирую один интересный продукт для ногтей. Как вы, возможно, успели заметить на предыдущих видео, у меня на ногтях отсутствует укрепление. И последние 3 месяца я покрываю себе ногти обычным прозрачным лаком. Изначально это получилось вынужденно, из-за переезда, но потом я втянулась. Дело в том, что мои ногти мне нравятся и без покрытия, они достаточно крепкие, не слоятся, не ломаются, и я вполне комфортно могу ходить с обычным лаком. Но вот что касается формы четкий квадрат, который я очень люблю, то тут, конечно, без укрепления никак не обойтись. Даже с хорошими ногтями углы 100% будут ломаться, и мой максимум это вот такая форма с очень мягкими углами. А еще я соскучилась по цвету. В общем, я хочу отрастить под гель-лаком небольшую длину, сделать в дальнейшем четкий квадрат с каким-нибудь ярким покрытием. Поэтому давайте начинать. Сегодня для укрепления своих ногтей я хочу использовать бескислотную гипоаллергенную базу от фирмы Biotech. Заявлена она как 9-фри, то есть она не содержит метакриловой кислоты, дибутилфталат, формальдегид, толуол, парабены и другие токсичные компоненты. Как вы знаете, сейчас в нашей сфере происходит такая ситуация, что от избытка кислот в базах ногти у многих клиентов портятся, иссушаются и становятся очень хрупкими и больными. То есть после так называемых укреплений ногти наоборот становятся хуже, чего происходить не должно. Я сейчас не буду вдаваться в подробности бардака в сфере производства и сертификации гель-лаков и других материалов в нашей стране, просто примем это за факт и подумаем, как обезопасить себя и своих клиентов. Напомню, эта база заявлена как бескислотная, но при этом отличная в носке за счет добавления акрила в ее состав. Я не химик, конечно, не знаю, как проверить эти данные на достоверность, но отзывы у данного продукта отличные. Остается только попробовать на себе, что мы сегодня и сделаем. Ну что ж, будем приступать, собственно, к маникюру. У меня на ногтях, как я уже сказала, сейчас просто обычный лак. И для начала первое, что мы сделаем, это мы этот лак снимем жидкостью для снятия лака. Лак я сняла, и сейчас мне нужно отодвинуть кутикулу. Что я буду делать апельсиновой палочкой? Когда работаете апельсиновой палочкой, так же, как и пушером, работайте очень аккуратно. Вот если вы работаете палочкой, держите плоскость палочки параллельно ногтевой пластине. Можно также вот такое выкручивающее движение немножко делать. Если на ноготочке при этом у вас скопился птеригий под кутикулой, то не стоит его пытаться палочкой сдвинуть, то есть работаем мы именно с кутикулой, а птериги мы потом уже на этапе работы фрезой просто парой движений почистим. Если кутикула очень налипшая, которая вот тянется, да, по ноготочку, с ней мы работаем еще аккуратнее, маленькими шажками, никаких резких движений не делаем. Этот этап в маникюре очень важный. Важно, чтобы под кутикулой не осталось спаек, чтобы при работе фрезой мы эти спайки не травмировали, не поранили кожу, не порезали ее. Ну, вы видите, да, как делаю я маникюр сама себе, несмотря на то, что у меня более 10 лет стаж, мне все равно неудобно это делать на правой руке. Вот будете прям в реальном времени смотреть, как я с этим справляюсь. Многие меня спрашивают, как вы делаете маникюр сами себе? Ну, вот как-то так. И мы переходим к работе фрезой пламя. В данном случае я использую пламя с красной насечкой. И, как вы знаете, у аппарата есть 2 режима работы. Это форвард и реверс. Форвард — это когда крутится по часовой стрелке, а реверс против часовой фреза, да? И вот мы начинаем с форварда. На форварде фреза крутится по часовой стрелке, а мы работаем в обратном направлении. То есть на форварде мы будем обрабатывать все левые части нашей кутикулы и валика. Включаем машинку и поехали. Я работаю обычно когда с клиентами, с оттягиванием кутикулы, но на себе это делать тяжело. Но я могу, да, вот вы видите, я пытаюсь подтянуть, но вот я могу подтянуть левый синус, но вот, как-то валик отодвинуть, но серединку я уже, конечно, отодвинуть не могу. Поэтому там, где могу, я буду натягивать,
В данном случае вот валик натянула, начинаю обрабатывать. Следите за тем, чтобы когда вы работаете в пазухе, фреза у вас не задевала ноготь. Ну, то есть по ногтю мы можем, конечно, работать, если нам нужно чуть-чуть убрать птеригий или там какой-то, может быть, остатки материала, да. Но если ноготь чистый, как в моем случае, мы стараемся практически не задевать ноготь в пазухе. Также, когда мы работаем посередине кутикулы, следите за углом. Щечка фрезы, она должна быть параллельно ногтю и практически его не задевать. Если вы слишком будете нагибать фрезу по отношению к ногтю, то вы можете носиком делать царапины, пропилить ноготь. Если у вас будет не хватать угла, то в этом случае вы можете пузиком травмировать ноготь. Следите за углом, это очень важно. И мы обрабатываем на форварде абсолютно все левые стороны кутикулы и валиков. Ну, самой себе, конечно, это то еще удовольствие. На левой руке это еще нормально, но на правой это уже будет сложнее. На левой руке я могу где-то оттянуть кожу себе. Чаще всего это просто левые синусы. Обратите внимание, как я работаю в синусе. У меня всегда движение идет по нисходящей. У меня никогда нос не втыкается в синус. Обратите внимание. Все по нисходящей. Вот таким вот образом. На большом пальце слишком глубоко не нужно лезть фрезой, очень аккуратно. Мне удобнее прямо на форварде практически полностью пройтись. Переключаем на реверс и обрабатываем теперь правые части. Здесь уже мне не получается оттянуть ни кожу, ни синусы справа, поэтому работаю без оттяжки кожи. Ну вот пазуху, валик я могу латеральный как-то еще сдвинуть, поработать с оттяжкой. Все остальное уже сложнее. Поэтому аккуратно работаем без оттяжки. Кстати, обратите внимание, что когда я делаю маникюр сама себе, ну, собственно, наверное, и клиентам, я практически не использую щетку. То есть у меня глаз наметан, мне щетка, в принципе, не нужна, чтобы увидеть, что там все чисто. Щетка забирает время, очень многие хотят ускориться. Когда вы уже научились все этапы маникюра выполнять хорошо, уже понимаете, где что находится, можете отличить кутикулу от птеригия и так далее, попробуйте убирать просто лишние движения. Ну, например, работа щеткой забирает время. Я вот щетку вообще практически не использую. И одну руку я сама себе уже сделала. Разница видна невооруженным глазом, если сравнивать обе руки. Теперь будем все то же самое повторять на правой руке. Это уже намного сложнее. И в данном случае, как вы видите, у меня опять-таки работает правая рука. То есть у меня рука с фрезером просто неподвижна. Я просто подстраиваюсь правой рукой под фрезу. В данном случае я сейчас работаю на реверсе. Обрабатываю правую часть кутикулы и валика. Натягивать кожу здесь тоже местами получается. Где получается, я это делаю. То есть, опять-таки, несмотря на то, что я обрабатываю правую руку, я ею и работаю, собственно говоря. Вот как-то так мастера делают маникюр сами себе. Переключаем на форвард. И теперь
я обрабатываю левые части. Вообще, кстати, для клиентов я больше люблю использовать фрезы с синими насечками. Вот. Но когда делаю сама себе, перестраховываюсь, потому что это тяжело, сложнее контролировать фрезу, делаю красной. Моя кутикула такова, что она практически полностью сошлифовывается даже просто вот без фрезы шар. Но, например, подшлифовать на правой руке у меня шаром точно не получится. Поэтому здесь я буду использовать кусачки. Кстати, на левой руке я чуть-чуть кусачки использовала, но забыла снять это на видео. Вот. Там было очень мало кутикулы, а вот на правой побольше. И смотрите, так как я работаю сейчас левой рукой, мне неудобно держать кусачки правильно. То есть я их держу неправильно. И именно так мне на самой себе сделать левой рукой удобно. А если я положу их так, как должно быть, мне будет очень неудобно, и я просто себя пораню. Вот я так привыкла, и вот так работаю. Конечно, на клиентах я по-другому держу кусачки. Для меня кусачки инструмент такой полюбившийся, я им изначально научилась работать и предпочитаю кусачки ножницам, либо делаю срез аппаратом. И то у меня получается быстро, хорошо. Просто смотрю по коже клиента. Конечно, аппаратом, шариком получается так, что кожа, конечно же, меньше нарастает, и маникюр носится дольше. Поэтому ряд клиентов, у которых после кусачек может бахромиться кожа, я их просто уже знаю и им делаю только аппаратный. А так всегда использую кусачки. Все, я прошлась кусачками. И сейчас вы можете посмотреть, что в любом случае левая рука обработана лучше правой, но я думаю, что и так хорошо. Сейчас я пройдусь по ногтям бафиком. Я не сторонник того, чтобы сильно нарушать дорсальный слой пилкой. Если я подготавливаю ногти пилкой, то это максимально мягкая пилка. А в данном случае на себе у меня ногти восстановились очень хорошо за 3 месяца. Вот, дорсальный слой в полном порядке, поэтому я мягкой стороной бафика зашлифовываю свой ноготок. И также на правой руке. Этого будет вполне достаточно. Кстати, я эту базу, которую я вам уже прорекламировала, кстати, это не реклама, я ни с кем не сотрудничаю, сама для себя ищу какой-то такой продукт, чтобы его и в школе студенты могли использовать, и сама себе делать. Вот. Я попробую использовать без праймера. То есть и база бескислотная, и без праймера, максимально щадящий вариант. И посмотрим, как оно проносится. Убрала пыль, обезжирила ноготочки. И сейчас самое интересное, будем переходить к базе. Консистенция у базы такая средняя. Она не очень густая, но и не очень жидкая. У меня она абсолютно не растекалась. И первое, что я делаю, я наношу тонкий слой. Буду наносить его, как и любая каучуковая база. Чаще всего наносится втирающими движениями. Этот слой тонкий, подложку заполимеризую. И только после этого буду уже делать укрепляющий слой в классической технике. Кстати, так как здесь я ноготь выпиливать не буду, база каучуковая, я еще и торец очень тоненько перекрыла базой. Но я это делала тонкой кистью и тоже забыла снять, но я это сделала. Если бы я укрепляла гелем, я бы просто выпилила кончик ногтя. Но у меня там выпиливать нечего, у меня максимально сейчас короткая длина, и я делаю базой каучуковой. И в этом случае я рекомендую все-таки торец очень тонко
прям отдельной кисточкой я беру и прохожусь тоненько по торцу, чтобы просто защитить ноготь от отслоек с торца, защитить покрытие. Сейчас я делаю подложку. Базу под кутикулу наносить не нужно, можно делать стык в стык, очень тоненько мы наносим, втирающими такими движениями. И большой пальчик. Сразу все 5 пальцев просушим. Отправляем в лампу. Просушили. И сейчас будем делать выравнивающий слой. В классической технике сначала делаем мокрый пол, опять тонко покрываем весь ноготочек. И потом добавляем материал, так называемую каплю. Капля это условно, я могу просто добавить материал по всему периметру ногтя. И потом тоненькой кисточкой распределить. Ноготь переворачиваю, формирую апекс. Несмотря на то, что у меня лампа здесь не круглая, вполне все видно и на прямоугольной лампе. Все четко получается. То есть это такая классическая система работы с базовым покрытием. Небольшое количество. И у меня ногти сами по себе апексные, поэтому каких-то бугров лепить не нужно. Могу, в принципе, ходить в очень тонкий слой с покрытием с базой, и все будет носиться. Распределили, перевернули, проверили апекс, сушим. И так поочередно с каждым ноготочком я работаю. У многих начинающих мастеров есть проблема, что они просушивают первый слой подложку, а на второй слой сразу лепят каплю. И удивляются, что у них неровно получается, что ничего не растекается. Конечно, оно не будет растекаться. Для того, чтобы оно растекалось, нужно опять сначала в тонкий слой перекрыть ноготь, сделать так называемый мокрый пол, и только потом уже на него добавлять материал, ставить каплю, переворачивать руку и формировать апекс. Все 5 пальчиков я сделала на этой руке. Снимаем липкий слой. Все с базой мы на этой руке закончили. И будем сейчас делать вторую руку. Собственно, с правой рукой, как всегда, все интересно. Я ее обычно вот так вот просто на стол кладу, и в этом положении вот прям вы сейчас смотрите, как обычно это для меня выглядит. Вот она у меня просто лежит, и вот так я ее крашу. Сначала делаю подложку в тонкий слой. Втираю базу. Также здесь я буду, как я уже говорила, запечатывать торец. Здесь, по-моему, тоже я не сняла этот момент, но я это сделала.
тоненькой кисточкой потом я по торцу прошлась. Перед тем, по-моему, как лампу убрать, вот на слой с подложкой, я прошлась по торцам. И после того, как мы подложку просушили, мы начинаем уже по одному накаточку работать как с левой рукой. То же самое все по одному накаточку. Прокрасили мокрый пол, поставили каплю, перевернули, сформировали апекс, просушили. Поочередно. Все по классике. И все готово. Две ручки мы покрыли базой, я сняла липкий слой, и сейчас у меня будет такой небольшой дизайн. Я взяла черный гель-лак, апельсиновую палочку острой стороной и просто поставила черненькие точки на основание ногтя. Сейчас в тренде голый маникюр, но для меня он уже немножко наскучил. Я и так ходила просто с прозрачным лаком долгое время, поэтому я решила поставить вот такие черные точечки. На мой взгляд, очень интересно смотрится, стильно. Я вообще люблю вот этот вот вариант с точками. Но на прозрачный я еще не носила. Поскольку у меня длина короткая, мне хотелось бы другую форму, поэтому я решила пока походить с прозрачными, потом ногти отрастут, и я какой-то уже цвет покрою и сделаю четкий квадрат. Вот таким образом. Перекрываю, точки я просушила, перекрываю топом с выравнивающим слоем, чтобы было красивенько. То есть каждый ноготь я переворачиваю перед просушкой. И вот такая красота у меня получилась. Все то же самое сейчас я повторю и на второй руке. Ставим, сняли липкий слой, поставили точки, просушили и перекрываем топом. И вот такая красотища у нас получилась в конце. Мне очень нравится такой маникюр. На момент, кстати, записи видео уже неделю я хожу с этим покрытием. И все отлично. Ни одной отслоечки, никаких вообще вопросов у меня пока нету к данному продукту. Вот, ну, а что будет дальше происходить, я обязательно вам расскажу в следующем видео, поделюсь своими впечатлениями об этой базе. Работать с ней очень легко, в лампе она не печет, ну, то есть чуть-чуть есть эффект, но не сильный, и это очень меня радует. Так что, девчонки, кому интересно, насколько эта база хороша, как она мне понравилась, то тогда не пропускайте следующие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рада всем.